Друзья, всем привет! Это видео я снимаю с Редо канала о том, какие же нововведения произошли в медицине за январь 2026 года. И сразу хочется начать с новости, которая может помочь очень многим IMG, у которых есть достаточные знания медицины, а вот английский язык и контекст канадский именно медицины надо немножечко подтянуть. CMA, это канадская медицинская организация, начала спонсировать проект двух докторов, который называется Health English Language Pro. Этот проект, который помогает ньюкамерам или International Trained Physicians, где врача IMG ставят в пару с канадским медицинским волонтером, тоже врачом, для прокачки медицинского английского и коммуникации. В течение 12 недель, раз в неделю происходит созвон, где не просто обсуждаются, знаете, английские слова или какие-то акронимы, а обсуждают канадскую медицинскую систему и проигрывают медицинские сценарии, в которых доктор должен действовать как канадский специалист. Проект начинался в 2024 году, как просто, знаете, такая посиделка в кафе, где вот эти два доктора, которые изначально начали этот проект, просто сидели и делились информацией о том, как же устроена медицинская система в Канаде и, в частности, канадские больницы. А сейчас уже больше 500 человек ежегодно получают дополнительные знания и даже проводятся групповые созвоны раз в месяц. Мне кажется, это прекрасная возможность, как такой первый шаг интеграции в канадскую медицинскую систему. Следующая новость про изменение провинциальной программы Онтарио, которые вступили в силу уже 1 января 2026 года. Самозанятые врачи теперь могут проходить под Employer Job Offer Foreign Work Stream без классического Job Offer, если они выполняют определенные условия при регистрации. То есть, если вы в Онтарио и ваша работа не вписывается в типичный Job Offer, это как раз стрим для вас. Здесь, конечно же, есть определенные специфика и критерии, например, НОК, которые могут участвовать 31100, 31102 и 31101, а также являться действующими членами колледжа врачей и хирургов Онтарио, то есть CPSO, иметь временное провизорное свидетельство о регистрации и иметь номера для выставления счетов в рамках программы медицинского страхования Онтарио, то есть ОХИП. Так что, если вы врач, который уже как бы встроился в систему, это отличная новость. Следите за обновлениями, которые они будут публиковать на сайте Онтарио. Для самозанятых мне тоже очень интересно будет наблюдать, какие же условия они выдвинут и как они будут именно критерии эти самозанятости проверять, но движемся в хорошем направлении. Следующая новость тоже из провинции Онтарио, тоже стартует 1 января 2026 года. И относится эта новость к тем, у кого есть временная или ограниченная лицензия на практику. CPSO запускает новый класс регистрации Provisional. Это будет относиться к тем, у кого есть уже временная регистрация, и сделали это для того, чтобы свидетельства о регистрации врачей более точно отражали их практику и профессиональный статус. Например, это создано было для врачей, у которых ограничен объем профессиональной деятельности. Часть врачей переведут туда автоматически. А также была новость о том, что через 5 лет у тех, кто будет непрерывно держать эту лицензию, им будут выдавать расширенную, то есть полную лицензию. Понятно, что, скорее всего, не будет такого, что всем подряд будут лицензии выдавать, но, тем не менее, это хорошая новость, потому что будут какие-либо критерии, под которые, скорее всего, врачи с этой лицензией попадут. Но тут хотя бы появляется прозрачный путь, по которому можно действовать. Следующая новость у нас от Medical Council of Canada. С 26 января 2026 года стартуют изменения для получения лицензии LMCC. Кандидату больше не нужно иметь 12 месяцев постдипломного образования для того, чтобы эту лицензию получить. Достаточно только предыдущих требований, которые я вот сейчас показываю на экране. Это сделали для тех людей, которые могли сдать медицинские экзамены и подойти под другие критерии, но постдипломного образования 12 месяцев у них не было. Поэтому таким образом немножко решили облегчить жизнь. Но тут важно уточнить, друзья, LMCC – это не полная лицензия, это как бы квалификация от Medical Council of Canada, но далее остаются провинциальные требования и требования конкретных регуляторов, под которые кандидат должен подходить. Но, тем не менее, снижение вот этого барьера в 12 месяцев, это ускорение получения этой лицензии, это тоже хорошо. И последняя новость касается тех докторов, которые смотрят в сторону PRA, семейной медицине в Саскачеване. Было объявление в январе этого года как раз о том, что они будут менять требования по актуальности практики. Раньше было необходимо 3 месяца за последние 3 года практики
а теперь они меняют это на 6 месяцев за последние 3 года практики. Правила ужесточают, и это как раз может стать проблемой для тех людей, у кого был перерыв для экзаменов или там для переезда, иммиграции или каких-то дополнительных документов. А мы все знаем, что вот эта currency of practice, она очень у многих является таким стоп-фактором, поэтому если вы задумывались о PRA в Саскатчеване в семейной медицине или это у вас был такой план Б, имейте это в виду. Правила вступят в силу 1 июня 2026 года, поэтому не теряйте время, друзья. Вот такие изменения у нас произошли за январь 2026 года. Где-то идет ужесточение правил, где-то эти правила наоборот снижаются. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, и напишите в комментарии, какая новость стала наиболее важной конкретно для вас. Спасибо за просмотр!